Артур Конан Дойл. Впечатление об эпохе регентства. Это было в те бурные годы начала века, когда Англия, в эпоху героев и шутов, в перерывах между кулачными боями и скачками, балами в Альмаке и скандалами в Карлтон-хаусе, обратилась к тому, чтобы захватить скипетр морей и выбить ветеранов Наполеона с Пиренейского полуострова. Любители розыгрышей Сент-Джеймс-стрит и игроки из клуба Ватьё были одной крови и одного сословия с изысканными щеголями Веллингтона или Фоли и балами, чье фанфаронство вызвало гнев Нельсона, пока их храбрость не выманила его восхищение. Своеобразная изнеженность и отчаянная безрассудность сменяли друг друга в одном и том же человеке, и томный вечерний праздно шатающийся легко превращался в свирепого утреннего дуэлянта. Среди этого странного общества жестокости и чувствительности передвигалась тучная фигура Георга, принца и регента, чудовищного по причине своей ничтожности и интересного из-за нечеловеческого отсутствия каких-либо точек интереса. Слабый и презренный, лжец и трус, он все же каким-то необъяснимым образом притягивает внимание потомков, как притягивал внимание своих современников, и отвлекает взгляд от лучших людей. Король Георг находился во втором и более смертоносном периоде своего безумия, пока принц Георг ждал своего наследства и занимал место отца. Дважды в год регент должен был ездить в Виндзор, где содержался сумасшедший, и удостоверяться в его состоянии. Это была формальность, но в странной громоздкой британской конституции формальности являются верховными правителями всего, а короли, лорды и община стонут под их тиранией. И вот, сильно против своей воли, слабый и глупый человек покинул свой дворец в Брейтоне и поехал на север, чтобы исполнить свой отвратительный долг в замке. Но он поехал не один. Он никогда не был любителем одиночества, и меньше всего тогда, когда его работу могли сделать или облегчить другие. Сэр Чарльз Тригеллис делил с ним карету. Тригеллис, арбитр мод, кроткий дуэлянт, томный повеса, усталый игрок, властный лентяй, чьи опущенные веки и надменные глаза могли починить себе самого горячего франта в Ватьё или в Бруксе. Лорд Ярмут был с ними, лисий-рыжий красноусый спортсмен, и весь день они ехали через Уолт в Сассексе и по возвышенностям Сурея, пока вечером, по лодыжку в игральных картах, они не увидели, как Темза извивается через зеленые луга, и как огромная темная туша виндзорских башен вырисовывается черным силуэтом на фоне золота и кармина сентябрьского заката. Еще одна карета и еще одна были на лондонской дороге, ибо было объявлено, что регент нуждается в компании, и его друзья сходились на его зов. Зачем принцу видеть своего отца? Было достаточно нанести формальный визит и получить отчеты доктора Джона Уиллиса и его сына. Для регента неприятный долг означал долг, которого следует избежать. Он видел своего отца один раз и никогда этого не забывал. Это воспоминание все еще приходило к нему, когда он лежал без сна по ночам, и никакие рюмки Мараскина не могли изгнать его из его разума. Королевское положение всегда казалось настолько отгороженным от всякого рода неприятностей. Весь мир сговаривался, чтобы удержать беду подальше. Но природа не желала присоединяться к сговору. Природа была грубой, жестокой, безрассудной. Этот принц за всю свою жизнь не слышал ни одного резкого или упрекающего слова, кроме как от этого сурового старика, своего отца, и от той ужасной, невыразимой немецкой женщины, на которой он женился. Один или два раза, когда палату общин просили сплотить его долги, были неприятные речи, но тогда он их не слышал, и они доходили до его ушей только в самой мягкой и наименее раздражающей форме. Льстецы и придворные фильтровали все из внешнего мира. И вот в эту защищенную жизнь, ослабленную и размягченную потворством своим желаниям, вошли жестокие реалии болезни. Сам король, единственный человек, чье положение было более величественным, чем его собственное, был сражен в плачущее детское слабоумие.
Трусливое сердце Георга содрогнулось при виде глупого, болтливого старика, вечно изливающего непрерывную болтовню бессмысленных слов. Это донесло до него, что существует высший закон, против которого все его прерогативы суетны. Теперь он уклонялся от такого опыта, и его покои, вместе с покоями его друзей, были размещены в том крыле замка, которое было дальше всего от комнат короля. В тот вечер за ужином их было 12 человек, и они засиделись поздно за вином. Принц пил много, чтобы сбросить с себя груз, давивший ему на душу. Этот дом королевских страданий навевал на него мрак. И остальные пили столько же или даже больше из сочувствия к своему королевскому товарищу, а также потому, что это доставляло им удовольствие и было в обычае того времени. Шеридан, с пылающим лицом и острым языком, Гертфорд, муж царствующей фаворитки, Ярмут, его сын, Теодор Хук, Шут, Тригеллис, чья бледная щека заливалась румянцем красоты лишь после 4-й бутылки, Маунтфорд, с блудливыми глазами и идеальным шейным платком, Маккиннон из гвардии, Бенбери, застреливший сэра Чарльза Уильямса за фермой Чок-Фарм, вот люди, которые со всей добродетели и мудрости Англии собрались на 50-м году его жизни как близкие друзья вокруг английского принца. Он откинулся на спинку кресла, пока графины ходили по кругу, его глаза остекленели, а лицо покраснело. Жилет его был частично расстегнут, из прорех вырывалась мятая рубашка. Лень и выпивка сделали его очень тучным, но на официальных обязанностях он держался с исполненным достоинства величием. Теперь же, в час отдыха, достоинство улетучилось, и он развалился, грубый, раздувшийся человек во главе своего стола. За ужином он был забавен. У него было два настоящих таланта: один — рассказывать истории, а другой — петь песни, и будь он простым человеком, он все равно оставался бы хорошим компаньоном. Но его мозг размягчился, и он проигрывал по сравнению с искушенными людьми вокруг него. Совсем немного вина приводило его в возбуждение, еще немного делало сентиментальным, оттуда оставался лишь короткий шаг до полнейшей беспечности. Он уже потерял всякое чувство приличия и сдержанности. В перерывах между бокалами он с яростью обрушивался на своих братьев, на жену, на принцессу Шарлотту, свою дочь, на вигов, проклятых вигов, которые не желали ходить на задних лапках, на палату общин, которая не хотела голосовать за выделение ему денег, которых требовали его кредиторы, на все и на всех, кто когда-либо стоял на пути его постоянно меняющихся капризов. Наиболее низкие из присутствующих подстрекали его своим готовым сочувствием, другие смотрели вниз на свои бокалы или поднимали критические брови и переглядывались друг с другом. И затем, на очередной стадии своего упоения, он лгал наглыми, абсурдными хвастливыми бреднями, произраставшими из той же семейной порочности, которая повергла его отца. Всегда за спиной избалованного, глупого сибарита маячила тень безумия. «Да, он справился неплохо», — сказал он, поскольку разговор зашел о недавних победах Веллингтона на Пиренейском полуострове. Он справился неплохо, но ему везет с теми, кто ему служит. Вот, например, при Соломанке. Все фуртивно переглянулись, ибо это заблуждение было им хорошо знакомо. При Соломанке, продолжал он пышно, где бы он был, если бы тяжеловесы не пошли в атаку? И почему тяжеловесы пошли в атаку? Потому что ваше высочество дали приказ, сказал какой-то льстец. Аха, значит, это стало известно общественности? Восторженно произнес он. Йорк пытался это замять, и Веллингтон тоже, чертовы завистники, оба, но правда все равно выйдет наружу. «Ле Маршан», — сказал я, — «если тяжеловесы не атакую, дело дрянь». «Мы не можем атаковать непоколебимую пехоту», — сказал он. «Тогда, клянусь Богом, сэр, я могу и я сделаю это», — сказал я. Я вонзил шпаги в своего коня,
Это был огромный черный жеребец с белыми чулками на ногах, и мы врезались прямо в них. Вы можете подтвердить эту историю, Тригеллис. Я могу подтвердить эту историю, сказал сэр Чарльз с таким нажимом на последнее слово, что это вызвало смешок. Сэр Чарльз выражается осторожно, сказал Маунтфорд, сгорающий от желания выступить защитником принца. Он, без сомнения, подтвердит и сам факт. «Я не имел чести там присутствовать», — устало сказал сэр Чарльз. «Странно, лорд Маунтфорд, что вы просите подтверждения для чего-либо, что принц привел как факт. Выпад Маунтфорда был настолько ловко обращен против его собственной груди, что хмельной принц этого даже не заметил. Он мрачно насупился на своего защитника и покачал головой. «У вас есть какие-то сомнения в правдивости того, что я сказал, лорд Маунтфорд?» Сэр?» «Что?» «Ни в малейшей степени, сэр». «Тогда я должен попросить вас, сэр, быть более сдержанным в своих выражениях», — надулся он, как сердитый ребенок, и Маунтфорд покраснел от своих вьющихся волос до безупречного, уложенного множеством складок шейного платка. «Вы рано возвращаетесь в город, сэр Чарльз?» Быстро спросил он, когда гул разговора возобновился. «Я все еще буду здесь в 7 часов», — ответил сэр Чарльз, мягко улыбаясь. «А я прогуляюсь по Итонским лугам», — сказал Маунтфорд, раскланиваясь. Это была последняя прогулка, которую он совершил без трости. Но общество ничуть не заботило ссора, проведенная столь сдержанно. Принц рассказывал историю. Он упустил самую суть, но они гоготали с неистовым весельем. Хук ответил другой историей, где все было к месту, но встретил лишь томный ропот одобрения. Разговор перешел на скачки, почему Сэма Чифни отстранили от скачек и почему регент покинул Ньюмаркет. Пьяные слезы стояли в его мутных глазах, когда он рассказывал, как скандально с ним поступили. Затем тема сменилась кулачными боями. Ярмут был покровителем ринга и рассказывал о Грексоне, гиганте с севера страны, которого он видел в трактире Уорда на Сент-Мартинс-Лейн. Его отец поставил 100 гиней против него в предстоящем бою, и семейное пари было заключено под крики и смех. Затем разговор вернулся к неисчерпаемой теме женщин, и было видно, как грубая и материалистичная эпоха может развратить умы людей и запятнать самую изысканную из тем. Тень отвращения пробежала по бледному лицу Тригелиса, когда он слушал икающие воспоминания хмельного регента. «К слову, сэр», — сказал он, ловко меняя тему, «слышало ли ваше высочество о той популярности, которую завоевал капитан Маккиннон? Ни одно светское мероприятие не обходится без его подвигов. Даже леди Ливин божится, что следующий бал в Альмакене будет полным, пока он не обойдет всю комнату по пристенным стульям и инструментам музыкантов». Пресыщенный аппетит регента требовал вечных новинок для стимуляции. Хук поднялся со дна на поверхность благодаря своей оригинальности, которая уже теряла свежесть. Каждый, у кого был хоть какой-то талант или странность, пусть даже самая гротескная, привозился в Брайтон. Маккиннон никогда прежде не находился в присутствии принца, и его свежее молодое лицо солдата залилось румянцем от слов Тригелиса. Регент посмотрел на него своими остекленевшими глазами. «Дайте-ка вспомнить, я слышал о вас, сэр, но будь я проклят, если могу припомнить, что вы умеете. Не вы ли загрызли кошку зубами на петушиной арене?» «Нет, это был Инглстон». «Или вы тот человек, который подражает почтовому рожку?» «Нет, клянусь Георгом, я вспомнил. Вы — человек с мебелью». «Именно так, сэр. Обойти любую комнату в Лондоне по мебели и ни разу не потерпеть поражения, ха-ха».
Что ж, здесь довольно тесно, и любой ребенок справится с этим. «Да, сэр», — сказал Маккиннон. «Здесь это было бы легко». «Его пытались победить у леди Каннингем», — крикнул Бенбери. У них было всего 4 стула и диванчик, но он залез на окно и пробрался по карнизу для картин. Ему требуется немало усилий, говорю вам. Регент оглядел мебель и, шатаясь, поднялся на ноги, сдергивая свой сливово-фиолетовый шелковый кафтан. «Снять кафтаны, господа», — сказал он, и в то же мгновение, молодые и старые, они все оказались в рукавах своих белых батистовых рубашек. «Мы все сделаем это», — сказал он. «Каждый из нас. Клянусь Богом, капитан Маккиннон, мы сыграем с вами в вашу же игру. Честное слово, небольшая зарядка никому из нас не повредит. А теперь, сэр, покажите нам пример. Вы следующий, Бенбери. Вы, Ярмут. Вы, Гертфорд. Затем я сам. И так далее, как мы сидим. А тот, кто потерпит поражение, в качестве наказания выпьет бокал Мараскина. Это было идиотическое зрелище, и все же весьма характерное для эпохи, когда в высших кругах любая форма нелепого эксцентризма была более верным путем к популярности и успеху, чем мудрость или блестящий ум. Если мудрые и блестящие люди, такие как Фокс или Шеридан, и добивались успеха в подобных кругах, то скорее благодаря своим порокам, чем достоинствам. Вордсворт или Кольридж были бы бессильны перед соперником, который кукарекал как петух или обладал безграничной фантазией на практические розыгрыши. Так уж получилось, что Маккиннон с его абсурдным умением покорил лондонское общество и перескочил через головы своих старших офицеров прямо в избранный круг, разделявший развлечения и пороки отвратительного Георга. Маккиннон, немного растерявшись от этой странной игры в следовании за лидером, за которую он теперь несет ответственность, поднялся со своего стула. Он был высоким, тонким, гибким юношей живой, подтянутой фигурой, полностью оправдывавшей его репутацию гимнаста. Но здесь не было ничего, что могло бы испытать его силы. Как заметил принц, любой человек с небольшой ловкостью мог бы обойти комнату по периметру, не касаясь пола, ибо меблировка была массивной и обильной. Со стула он переступил на длинный коричневый дубовый буфет, уставленный фруктами и посудой. Пройдя по нему, он оказался в нескольких футах от кресла, на которое и прыгнул. Остальные последовали за ним с криками и ободряющими возгласами, некоторые такие же подвижные и легкие, как и он сам, некоторые тучные от хорошей жизни и неустойчивые от вина, но все с охотой включались в королевскую шутку. Учтивый Бенбери прыгнул с томной грацией из буфета на кресло и, приземлившись на подлокотник, покатился вместе с ним на землю. Георг, балансируя среди блюд и охладителей для вина на буфете, хохотал до тех пор, пока ему не пришлось схватиться за картину, чтобы не упасть. Когда он, в свою очередь, прыгнул на кресло, обе его ноги провалились сквозь дно под визг восторга его компаньонов. «Ату его! Ату его!» — кричал Хук, а Маунтфорд подражал охотничьим кличам. На сломанное кресло они прыгали один за другим, пока оно не превратилось в охапку щепок и обивки. Оттуда, со всем тевканием и шумом охоты, они перебрались через шкаф и далее по цепочке стульев, которая заканчивалась у широкой мраморной каминной полки. Здесь был действительно опасный переход. Ничего, кроме высокого настенного зеркала с одной стороны и падения с 5-футовой высоты на декоративную каминную решетку с другой. Маккиннон перебрался, а затем Бенбери, Ярмут, Гертфорд и принц, причем последний нервно цеплялся за стекло жирными, влажными руками, оставлявшими на нем мутные следы. Он уже почти переправил тушу в безопасность, как вдруг крики и ободряющие возгласы утихли, и на буянов напала странная тишина.
Другой звук, который становился все громче для их ушей, заглушил их глупый вопль. Это был долгий, монотонный, мычащий клич, странно звериный гул, одна низкая нота, повторявшаяся снова и снова, но нараставшая по громкости до надрывного вскрика. В течение нескольких минут Тригелис и другие уже осознавали этот зловещий шум, но теперь он становился громче с каждым мгновением, словно какая-то бродячая тёлка мычала по коридору и стремительно приближалась к двери их столовой. Он был настолько оглушительно громким, что пронесся сквозь весь их кутеж и поверг их в ошеломленное молчание. Ибо это был необычайный шум, звериный по звучанию, но человеческий по происхождению, мрачное, бессмысленное уханье, от которого у них похолодело на сердце. Они переглядывались друг с другом, это гротескная шеренга мужчин без кафтанов, балансирующих на столах и стульях. Кто мог так вопить в королевском коридоре? Этот вопрос промелькнул во взглядах, и именно бескровные губы Георга нашли ответ. Он спустился на стул и стоял там с испуганными, вытаращенными глазами, устремленными на дверь. Снаружи прозвучал последний ужасающий вскрик, дверь распахнулась, и безумный король предстал в проеме, мяукая и лепеча. Он был в сером халате, из-под которого торчали красные туфли. Его белые волосы были взъерошены, белая борода спадала на грудь, а огромные, вытаращенные глаза вращались с тревожной жадностью полуслепого человека. На мгновение он замер в такой позе, положив руку на дверь, жалкая, почтенная фигура. Затем белая борода опустилась, рот широко раскрылся, и снова этот диссонирующий, ужасный, протяжный крик пронесся по комнате. В то же мгновение испуганные кутилы увидели за его плечом движущиеся фигуры в коридоре, ошеломленные лица спешащих врачей, и услышали топот и шорох их ног. Заботливые руки вцепились в старого короля, его потянули назад, и дверь захлопнулась за его вырывающейся, кричащей фигурой. Внутри столовой раздался тяжелый глухой удар. Тригеллис бросился к графину с коньяком. «Расстегните ему рубашку», — сказал он, — «поддержите ему голову». И небольшая группа раскрасневшихся, полупьяных мужчин подперла тучную и бессознательную тушу наследника престола.